Вообще Великий Шелковый путь это некая такая фикция. Да? Само название было придумано в конце XIX века одним немецким географом. И, собственно говоря, то, что вот называлось Великим Шелковым путем, представляло собой целую систему различных караванных дорог. Система этих дорог делилась на северный и восточный отрезок. Они расходились примерно в районе Дуньхуана и с двух сторон, соответственно, севера и юга, огибали пустыню Такламакан. Из коллекций, которые попали в Эрмитаж из восточного Туркестана, есть только один оазис с южного отрезка. Это оазис Хатан. Все остальные, Куча, Карашар и Турфан, находились на севере. Культура их была самобытная, но, тем не менее, в разные периоды истории очень сильное влияние на этот регион оказывал Китай. Особенно Китай под управлением династии Тан, которая правила в 618-907 годах. Первая русская экспедиция в Восточный Туркестан была организована только в 1909 году. Продолжалась она в 9-10 годах. Ее руководителем был академик Сергей Федорович Альденбург, которого в этом начинании опередили французские и немецкие коллеги, которые Восточный Туркестан посетили раньше. И немецкая, и первая русская туркестанская экспедиция под руководством Альденбурга работала в одном урочище, которое этими экспедициями называется по-разному. Немцы их назвали Шорчуком. Альденбург называл все в целом, весь этот комплекс, Шикшином, либо шикшинским Минуем. Минуй – это тюркское выражение, которое означает «1000 домов», и местными жителями оно обычно применялось по отношению к буддийским скальным монастырям. Там был пещерный монастырь и целая система построек наземных. Альденбург, он работал в обоих этих комплексах, и в пещерном монастыре, и в монастыре наземном. Ну, вот так совокупно называл и то, и другое Шикшин. Через оазисы Великого Шелкового пути проходила та, если угодно, дорога, да, по которой в Китай из Индии через посредство Центральной Азии попадает буддизм. Поэтому и, собственно говоря, в оазисах Восточного Туркестана буддизм распространяется несколько раньше, да, нежели в, собственно, Китае. Основные памятники искусства и памятники письменности, которые в этих оазисах находились, они связаны с буддийским учением, с буддийской доктриной. Это, как правило, настенная живопись и различные формы скульптуры, которые буддийские монастыри украшали совместно с живописью. Наиболее, пожалуй, распространенными являются два сюжета. С одной стороны, это проповеди Будды Шакьямуни. Считается, что Будда очень много проповедовал, и впоследствии проповеди легли в основу текстов, которые буддисты называют сутрами. Иногда, в некоторых случаях, можно определить, что это за проповедь, которая, значит, отразилась в тексте той или иной сутры. Иногда это невозможно, но, тем не менее, сам, значит, факт проповеди – это довольно распространенный сюжет в буддийском искусстве. За моей спиной есть как раз две настенных росписи, которые созданы под совершенно явным влиянием живописных традиций Танской династии. Одна из них изображает местную тахарскую даму с погребальной урной, а другая как раз и является такого рода проповедью. Практически вся живопись, которая представлена здесь, это фрагменты. Она украшала либо пещеру, либо наземные постройки. Практически невозможно было снять ее полностью, да, и в рамках музейных залов воспроизвести весь тот иконографический сюжет, который был представлен на той или другой стене. Сцена проповеди, о которой я говорю, представляет собой только лишь ее фрагмент, на котором мы можем видеть 5 монахов и, предположительно, 2 бодхисаттв. Сам Альденбург считал, что это одни из самых почитаемых в так называемом северном буддизме или буддизме Махаяна, Великой Колесницы, бодхисаттва Авалокитешвара, символизирующую великое сострадание, и бодхисаттва Манджушри, символизирующую великую мудрость.
Над этими фигурами, то есть над монахами и над бодхисаттвами, представлен, скорее всего, Ваджрапани. Это защитник учения, непременный спутник Будды, когда тот произносил свои проповеди, и, как правило, Ваджрапани присутствует на фрагментах живописи, которые изображают такого рода сцены. С другой стороны, одним из популярных сюжетов являются так называемые джатаки. Джатаки — это сюжеты из прошлых жизней или прошлых перерождений того существа, называемого Бодхисаттвой, которое впоследствии стал Буддой Шакьямуни. В Восточном Туркестане довольно часто встречаются изображения, иногда даже называемые портретами донаторов. Донаторы — это те, кто заказали те или иные росписи, доплатили, возможно, их создание, то есть заплатили определенную сумму художникам. Человек, заказавший то или иное изображение или заказавший переписку того или иного буддийского текста, он приобретает некое благое деяние, которое впоследствии скажется, естественно, на его последующих перерождениях или, если угодно, на его дальнейшей судьбе. Среди наиболее значительных и выдающихся произведений, которые здесь можно видеть на выставке, это история, которая произошла после паринирваны Будды Шакьямуни. Да, паринирваны, то есть окончательной нирваны или, проще говоря, физической смерти Будды Шакьямуни. Сообразно индийской традиции, после смерти Будды его тело было предано кремации. То бишь было сожжено. Эти события происходили недалеко от города, который называется Кушинагари. Жители этого города, которые именовали себя маллами, были первыми, кто собрал пепел, оставшийся после кремации тела Будды. Этот пепел представлял собой реликвии, которые маллы поместили за стенами своего города. Сведения о смерти, кремации Будды Шакьямуни распространились по долине Ганга среди тех городов, государств и регионов, где Шакьямуни проповедовал свои учения, и как минимум 8 правителей либо собрали войска с целью получить какую-то долю реликвий силой, либо же отправляли посланцев к малым, требуя выдать им либо всю, либо часть этих самых реликвий. Из буддийских текстов совершенно ясно и четко можно сделать вывод, что сражение за реликвии так и не началось. Тем не менее, в некоторых памятниках искусствах можно видеть реальное сражение, которое разгорелось, или осаду города Кушинагари, причиной которого было как раз реликвия пепел, прах Будды Шакьямуни. На живописи из Карашара изображена сцена осады города. Вооруженные всадники на лошадях либо на слонах этот самый город и осаждают. Кроме того, над городом изображена некая галерея, в которой сидят, видимо, девы, божества, держащие в руках объятые пламенем урны с этим самым прахом. Эта живопись представляет собой интерес с точки зрения того, что индийский по происхождению сюжет был обрамлен, так скажем, в центрально-азиатские реалии. Да? То бишь вооружение воинов — это, конечно, не вооружение воинов индийских, да, а вооружение воинов центральноазиатских, по которым, кстати, и датируется эта роспись середины приблизительно VIII века. Очень любопытно то, что в скульптуре Карашарского оазиса очень заметно влияние гандхарского искусства. О чем писал уже Альденбург? Писал, что шикшинские храмы богато украшены скульптурой гандхарского стиля. Это был тот регион, где определенным образом перекрещивались культурные влияния, собственно, индийские и античные. В гандхарской пластике и в некоторых образцах скульптуры из Карашарского оазиса можно видеть такое определенное пересечение, с одной стороны, восточных, с другой стороны, античных традиций в создании скульптуры.
технологическом аспекте, как правило, ну, во всяком случае, насколько мы можем судить, большинство скульптуры изготовлялось с помощью матриц. В определенных матрицах эта скульптура могла штамповаться. Соответственно, это обстоятельство чрезвычайно затрудняет ее датировку, поскольку матрицы могли иметь хождение на протяжении довольно длительного времени, и в одних и тех же матрицах производилась одна и та же скульптура. На одном из примеров, а именно на примере фрагмента с головой и шеей коня, можно также видеть и проследить технологию изготовления такого рода скульптуры, поскольку здесь мы можем видеть каркас, на который первоначально моделировался первый моделирующий, собственно говоря, слой глины, а дальше форма штамповалась с помощью матрицы. Буддийское искусство – это прежде всего искусство культовое. Оно передает какие-то смыслы, которые важны практикующим, либо монахам, либо мирянам, для того, чтобы непосредственно следовать, да, или практиковать буддийское учение. Момент содержательный здесь, конечно, превалирует. Но, с другой стороны, мы эти памятники можем рассматривать и как особую форму искусства, и с этой точки зрения анализировать ее жанровые, стилистические и другие особенности, проводить на ней какой-то, значит, искусствоведческий анализ.